Всем доброй ночи, друзья мои. Я думаю, что такое понятие, как депрессия, знакомо каждому из нас. Депрессия – это плач души. Это внутренняя душевная боль, которую ничем не заглушить. Душа не хочет, сопротивляется жить той жизнью, которую вы ей приписали. У меня есть такое видео, называется «Депрессия. Что это?». Можете смотреть в хронике «Ведьминой избы». Однако есть еще и другое объяснение, более такое мистическое, что когда человек мучается депрессией, то в душе этого человека засела некая темная сила, которая не дает ему идти вперед, мучает, питается его отрицательными эмоциями, его страданиями, болью и прочее, прочее. В Древнем Кавказе было такое поверье, что есть некий князь Садаэль. Кстати, этот князь подземелья Садаэль вошел и в христианскую культуру. Его начали путать с сатаной. На самом деле это более древние поверья, более древняя сущность Садаэль, которому приписывали ключи подземного царства. То есть он как бы ключник. Потом он был известен более как князь подземелья Садаэль, который сопровождает души в потусторонний мир, судит и распределяет его место, кому где быть. Так вот, считалось, что у Садаэля есть много сыновей, как, впрочем, приписывалось каждому сильному демону, и что эти сыновья приходят в жизнь людей для того, чтобы засесть в их душе и мучить их. И что душа находится в области печени. Вообще слово «джикяр», если вы когда-нибудь слышали это слово, это древнеперсидское слово, означает печень. Может, для кого-то это смешно звучит, но на Востоке, Древнем Востоке считалось, что печень – вместилище души. Когда говорили «я вырву у тебя печень», это означало «я вытрясу из тебя душу», то есть я тебя убью, уничтожу. И вот она заседает в сердце, в душе, в печени человека, и поэтому у человека, вот где солнечное сплетение, там чувствуется некая тревога, некий страх. Когда вам плохо, у вас вот именно на месте солнечного сплетения ощущение какого-то неприятного чувства, какая-то слабость, какое-то непонятная какая-то тревога, постепенно это превращается в депрессию. Депрессия, на самом деле, это страшная вещь, и очень тяжело из депрессии выходить человеку. Но есть несколько таких способов. На Кавказе считалось, что нужно изгнать сына Садаэля из души человека. И были такие обряды, и есть сейчас. В данный момент этот ритуал мой на основе именно древнекавказского поверья и одной из ветвей магии Кавказа – изгнание из души человека сына Садаэля, который поселился там и мучает человека, то есть приводит его к депрессии. Этот ритуал, если вы правильно совершите, ваша депрессия уйдет. Если уйдет на время, значит, повторяйте до того момента, пока окончательно у вас не будет вот этого ощущения безысходности, страха, паники и прочее, прочее. Даже если у вас не именно депрессия, даже если у вас просто панические атаки, даже если у вас внутренняя какая-то борьба, проведите этот ритуал. Вам нужно будет для этого стакан водки, кусок хлеба, свеча, можно церковную. Эти свечи черные для освещения, вам это ни к чему, не обязательно, но если хотите, можно темные свечи для освещения ставить, только темные. Если нет у вас темных свечей, значит, ставьте только церковную свечу или обычную восковую, как хотите. Я разницы не ощущаю, не вижу, потому что в церкви-то нет такой прям уж, знаете, такой силы, чтобы сказать, что церковная свеча чем-то мешает в моей работе. Черная ткань. Делать это нужно с 12 до 4. То есть любое время. Хотите
12 ночи делать, хотите в час ночи, но до 4 вы должны управиться. Пожалуйста, в данный момент без 10:03. Так что мы вполне успеваем. Это время темных сил, и это особенно сильно работает вот именно в это время. Читать нужно 13 раз. После я вам скажу, что делать, и оставить свечу догорать. Потому что эта свеча берет в себя вот всю вашу черную энергетику, отрицательную. Она должна растаять. Огарки свечи можете просто выкинуть. Значит, водку с хлебом поставьте на подоконник. Когда водка улетучится полностью, не станет водки, хлеб можете просто выкинуть. Потому что я вам еще раз говорю, что духи питаются энергией, духи питаются ароматом пищи, молекулами пищи. Когда пища уже непригодна, все, она обесточена, ее можно просто выкинуть. Ничего здесь такого нет страшного. Есть определенные ритуалы, где нужно на перекрестке оставить, есть ритуалы, которые можно просто вот именно таким образом. Отку поставить, все это уже выпито, все это уже как бы выжато, снято, все. Итак, читаем 13 раз. Душа не ной, душа не вой, а кто в моей душе меня послушай. Плакучий бес, ты меня не мучай, кто тебя послал, али кто навел, аль ты сам пришел и засел в душе, убирайся вон. О, бес плакучий, ты Садаилов сын, откуда пришел, туда и уходи. Зову я твоего отца, подземельного князя Садаэля. Князь Садаэль, отзови от меня своего сына-супостата. Забери его с моей души. Запри его в темном лесу. 7 цепями, 7 замками держи в подземелье под темным лесом. Заберет Садаэль плакучего беса. Нет плакучего беса в моей душе. Освободилась я. Когда 13 раз прочли, ставите водку возле свечи, сверху хлеб, и говорите: плакучего беса поминаю, навеки о нем забываю. Истинно свершилось. Да, кстати, забыла сказать, что беса, который вызывает депрессию, называли плакучий бес. Бесы, духи, сущности, как хотите, их называли духами. В христианстве их окрестили бесами. Это низменные духи. Это духи низкого астрала, которые очень любят питаться энергетикой, отрицательной энергетикой людей. Если вы где-нибудь видите людей, которые устроили грызню, там какой-то там грязные какие-то перепалки, форумы и прочее, это все жертвы таких же бесов, потому что от них исходящая ненависть, злость, зависть, вот это все, неприкаянность, вот это желание прям сдохнуть от злости своей, что они не могут достичь своего желания, это все говорит о том, что эти бесы ими питаются, их крутят, вертят, в общем, они одержимы в некотором роде именно вот этими духами нижнего астрала. У таких людей тоже бывают депрессии. И чаще всего именно вследствие депрессии такое поведение. Чтобы не стать жертвами таких бесов, окончательно не становиться на уровне вот таких людей, не съедать себя, как бы не опустошать, проведите этот ритуал, как только у вас начинаются панические атаки, внутренний дискомфорт, война с самим собой и прочее. А вообще этот ритуал от депрессии. Удачи всем!